Так, нежненько, с хомутиком. И деление с буквой П. Для стрельбы обычными патронами 7,62. Это для стрельбы патронами ОС. Вот третье деление идет. Спуск, 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 потом подъем, которое двигается влево-вправо. Смотрите, здесь вот есть такие вот пометки. И вот под новый обтюратор. Приветствую вас на канале Сила ТВ. Я перед этим разбирал ПБС и показывал прицельную планку. Было много вопросов, как эта прицельная планка работает. И сам я столкнулся с тем, что кто-то адекватно, то есть единицы людей, знают, что с ней делать и как она работает. Один человек нашелся из тех, кого я знаю, кто объяснил мне, как работает эта прицельная планка. Кроме того, я еще почитал, как она работает, и сейчас расскажу вам, поделюсь этой информацией с моими подписчиками канала Сила ТВ. Это специальная прицельная планка с хомутом, или как она написано в этом мануале, с хомутиком, так нежненько, с хомутиком. Она ставится на основание прицела вместо стандартной прицельной планки. Эта прицельная планка имеет на верхней плоскости деление от 1 до 10 и деление с буквой П, которые предназначены для стрельбы обычными патронами. Для стрельбы обычными патронами 7,62. С обратной стороны прицельной планки на нижней плоскости имеются деления с цифрами от 1 до 4. Это для стрельбы патронами ОС. Уменьшенной силы. Хочу привести в сравнение еще обычную планку. Вот стандартная прицельная планка от автомата Калашникова в сравнении с этой спецпланкой. По поводу отметок скажу. Деление от 1 до 100 это показывает расстояние в метрах. Добавляем 2 нуля, получается 100, 200, 300, 400, 500 и так до 1000 метров. Буква П это постоянная стрельба. Соответственно, буква П, вот эта вот буква П, она соответствует троечке. Если вы посмотрите, куда цепляется прицельная планка, там идет как спуск, 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 потом подъем. И получается вот это вот третья отметка соответствует П, постоянной стрельбе. Чтобы наглядно понимать по поводу тройки и буковки П, вот этот прицел, как вот он ставится. Вот он установлен, да, и идет у нас, получается, вот третье деление идет. И мы когда передвигаем, он поднимается наверх, и вот это вот положение P соответствует делению 3. Ну, это когда вы там ведете штурмовые действия, тогда вы ставите на P. А когда уже более детально прицеливаетесь там на полигоне или где-то, то выбираете вот расстояние. Сначала прикинули, сколько до цели, и потом уже, исходя из этого, выставили эти вот отметки. Если вы идете там в штурм или какие-то вот действия, где вы не сможете переставлять, то ставите деление P. Здесь на этой планке, видите, вот есть снизу 4 деления, по сути. Вот этот ОС, он эффективен на расстоянии до 400 метров, соответственно, и вот планка, да, она размечена до 400 метров. Во втулке прицельной планки смонтирован подвижный целик, который двигается влево-вправо при соответствующем вращении фиксатора. Вот фиксатор, когда его крутишь, этот целик двигается влево-вправо. Полный оборот фиксатора влево или вправо дает перемещение целика на одно деление. И тут есть вот специальные, да, вот такие вот углубления, где можно этот фиксатор перемещать четвертями, да, то есть 1 четверть, 2 четверть, 3 и 4. С помощью поворота этого фиксатора мы вносим горизонтальные поправки. Хомут прицельной планки имеет гнеток, при нажатии которого вы можете этот хомут перемещать по прицельной планке. Вот этот гнеток. Вы его нажимаете и спокойно перемещаете хомут по прицельной планке. Также можете его снять полностью. С левой и с правой стороны находятся головки хомутика этого. На этих головках есть зубцы. Они разной высоты. Против каждого зубца есть цифра, которая соответствует этому зубцу. То получается, чем меньше цифра, тем ниже становится прицел. Если вам надо чуть-чуть приподнять прицельную планку, соответственно, вы добавляете вот здесь вот. Здесь же вы, когда выставляете себе там какие-то метражи, вы ставите 100 метров и начинаете стрелять, и когда вам необходимо, чтобы там стрельну, у вас там ниже, да, там получается. Вы добавили, там еще выше, то есть вы добавляете вот так вот до 6 здесь. И потом снова единичка.
Я где-то читал, какое увеличение вот этого вот хода идет. Сейчас я вам точно не скажу, но оно есть. Если вы посмотрите, вот единичка и шестерочка, вот она видно. Вот единичка и шестерочка, видите, да, вот какая разница в высоте. Шестерочка и единичка. Эти зубцы используются для стрельбы патронами УС. То есть при использовании вот этих вот патронов УС, они вот эти вот зубцы ложатся на секторы прицела. Если вы стреляете обычными патронами, то эти зубцы надо отводить. Вот так вот их, смотрите, здесь вот есть такие вот пометки. И, соответственно, вот этой головки тоже есть пометка. Вы их сводите, вот так, поднимаете вверх и выводите эти головки. Вот. Тогда получается эта прицельная планка работает как стандартная прицельная планка, без вот этих барабанов. Вот эти вот зубцы головки предназначаются для того, чтобы пристрелять автомат, ну и более так детально, да, там вот регулировать его высоту. Автомат с помощью этих головок, ну этих зубцов на головках пристреливается под патрон УС и под новый и вот под новый обтюратор. Внутри головки ПБС находится обтюратор. Вот такая вот резиновая шайба. Такая довольно-таки плотная резина. Она находится в железной обойме с фиксатором, чтобы не поворачивалась в самой вот этой головке. У обтюратора рисуется 200 патронов. То есть получается, ставите новый обтюратор, берете там 5 патронов и пристреливаете автомат с помощью вот этих вот пометок, да, то есть задней части вот этих барабанов, вот так вот установленных. Вы пристреливаете этот обтюратор. Делаете там, ну, достаточно 4 выстрелов, чтобы нормально его пристрелять. Ну, кому-то больше надо, люди уже там специалисты говорят, что 4 выстрела достаточно, 1 холодный и 3 пристрелочных, для того, чтобы пристрелять автомат под новый обтюратор. В принципе, все, что я хотел сказать по поводу этой прицельной планки. Теперь вы знаете, как ей пользоваться. Многие просто ее не устанавливают из-за того, что она им кажется сложной, и они не знают, как ей пользоваться. Так, все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал и ждем новых видео. Если это видео наберет порядка 300 лайков, я разберу вот эти вот патроны 7,62 для автомата Калашникова. Сделаю обзор, как я их распиливаю, что у них внутри, да, то есть вот каждую пулю распиляю. Не знаю, как насчет БЗшки, я подумаю еще распиливать ее, не распиливать. Ставьте лайки, и вы увидите такое интересное, занимательное видео. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки и не забываем подписываться на канал Сева ТВ. До новых встреч и до новых видео. Вот сравнение с использованным обтюратором. Уже дырявый обтюратор. Вот это вот получается пуля ОС, в ней уменьшен пороховой заряд, а ее скорость, она дозвуковая, до 300 метров в секунду. Если просто стрелять без обтюратора, затвор в автомате Калашникова не передергивается. Поэтому есть такой вот обтюратор, который помогает вернуть часть газов для передергивания затвора. Что касается пули ОС, есть такая одна особенность. Если взять обычную пулю, то она в стволе автомата Калашникова разгоняется. Ее изначальная скорость там что-то 600 с чем-то метров в секунду, а уже при выходе со ствола она достигается до 800 метров в секунду. А пуля ОС у нее идет наоборот. Она замедляется в стволе. Ее изначальная скорость что-то около 310 метров в секунду, если не ошибаюсь. 300-310 метров в секунду. А уже при выходе со ствола она падает до 260 метров в секунду. За счет этого получается, когда идет строение, как раздолбанность ствола, да, то скорость пули при выходе со ствола у нового автомата будет меньше, чем у старого автомата. То есть у старого автомата она может даже пересекать звуковой барьер. И поэтому на старом автомате этот ПБС может быть непрактичен, то есть не выполнять свои функции. Поэтому это тоже надо учитывать. А соответственно вот эта пуля, обычная пуля, ее скорость при выходе со ствола уменьшается. Получается, у УС увеличивается, у ПС уменьшается. Так, что еще касательно этого обтюратора? Еще необходимо учитывать, тоже это влияет, да, допустим, на пристрелку автомата, то при новом обтюраторе скорость замедления, падения скорости пули составляет где-то 12 метров в секунду. Уже у старого обтюратора это где-то, ну не вот такого старого, как у меня, а ну там где-то с каким-то небольшим настрелом, замедление падает до 4 метров в секунду.
То есть есть разница, да, допустим, между новым обтюратом и старым. Это тоже необходимо учитывать при пристрелке автомата. Так, что вам еще рассказать? Пока стоп. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал и ждем новых видео.